Здравствуйте. Доброго дня всем тем, кто смотрит этот ролик. Меня зовут... впрочем, неважно. Ребята, что вы сделали за прошедшие 5 лет? Закончили учебу? Похвально. Нашли работу мечты? Рад за вас. Съездили за границу, исполнили мечту, нашли новых друзей или вторую половинку. Наверняка изменились, как и я. Но неизменным осталось лишь одно. Форест. 33 выпуска назад никто и подумать не мог, что какая-то там выживалка размахнется сюжетом настолько, что его тщательная разгадка потребует 5 лет. 33 выпуска назад и мысли не было, что остров Фореста, как оказалось, таит в себе историю куда больше, нежели просто спасение сына. 33 выпуска назад на вопрос, а будет ли ответ, вы бы с уверенностью сказали «нет». И, наверное, были правы. Время бесконечных поисков позади. Мифы и легенды развеяны, теории и зацепки построены. Осталось лишь одно, единственное — понять, что же тут произошло. Ах да, забыл сказать, сегодня мы заканчиваем Форест. Скажу сразу, многое вам здесь будет непонятно. Рекомендую освежить память просмотром других роликов про сюжет Фореста, именно про сюжет. Это вторая часть. Выходит такая своеобразная диалогия, попытка уместить 5 лет разгадок, 33 выпуска мифов и легенд в единое целое. Задача не из легких. Это будет не совсем обычный выпуск, отчасти лишь направлен на выполнение долга перед вами. Раскрыть, наконец, тайну острова и покончить с этим. Однако, совсем недавно разработчики Фореста выпустили анонс будущего сиквела, но об этом попозже. Оригинальный Форест создал кучу вопросов и загадок, но сам же, противореча себе, в корне не может ответить на них своим сюжетом. То есть в сюжетной линии присутствуют пробелы, пустые области, которые заполнить чем-либо, нежели догадками собственной фантазии, никак не получится. Сюда относятся и загадочное местоположение третьего артефакта, и неоткуда взявшаяся вторая ключ-карта Сахары, и тому подобное. 5 лет мы рылись в этих зацепках и теориях. Искали смысла там, где его нет. И нашли. На этом огромном пути в разное время мне помогали вы, мои зрители. Многие уже, наверное, забыли обо мне. Некоторые просто выросли с этого формата, а другим наскучило, и они перестали смотреть мифы. Но я своих зрителей не забываю. Все мы повзрослели, поумнели и свежим взглядом смотрим на все это. Быть может, смысл лежал в этом пути. Сейчас мы просто обязаны закончить начатое. Иначе просто быть не может. Так, на чем я тогда остановился? Ах да. В 1970-х годах на остров прибывают исследовательские отряды. Цель — найти нашумевший на весь мир артефакты бессмертия. Под поиски пал весь остров. Люди прочесали леса, горы, пещеры и внутренние воды. В конечном итоге они нашли, что искали, кроме третьего и четвертого артефакта, но об этом потом. Вместе с этим, почти в это же время, остров продается в аренду некой секретной организации, скрывающей свой истинный облик под именем терапевтической компании Сахара. Постоянные экспедиции и туристические походы на остров дали толчок для ученых. Отдаленная от большой земли территория и дикие условия — это просто карт-бланш для сахаровцев. Отныне все внутренние богатства пенинсулы принадлежат им. Любые попытки вынести информацию с острова караются смертью. Лабораторию построили весьма быстро, даже не стали выносить лишние каркасы и обшивки, делали все второпях. Транспортирующие контейнеры бросили на берегу, и Сахара начала свою работу в районе годов эдак 80-х. Они яро верили, что артефакты принесут им плоды в сфере изучения строения человека, мутагенеза и продления жизни. Это первая фатальная ошибка. Идем далее. Да сполна неизвестно, когда на работу устроился Мэтью Кросс, но если информацию о краже Закари мы получаем уже аж в 82 году, хотя в последних версиях прочерки убрали, все же в 80-х, 90-х Мэтт на полную катушку батрачил в лаборатории. Так, что-то я разбежался, давайте по порядку. Допустим, просто допустим, в 85 году на работу в Сахару устраивается некий начинающий молодой ученый, которого зовут Мэтью Кросс. Он сразу заслуживает доверия и признательность начальства, и его повышают, тем самым предоставляя под руководство небольшую группу ученых, а также ему вручают самую главную, особую ключ-карту, представляющую вход во все отсеки комплекса, в
включая зал со вторым артом. Мэтт становится такой некой шишкой в Сахаре. Из этого вытекает причина следующего весьма неожиданного факта. Мы знаем, что Мэтт не в ладах с женой, с Джессикой. Мне кажется, ссоры зародились на почве этой самой работы Мэтта в Сахаре. Ну, посудите сами. Отдаленные командировки, по полгода, а то и больше, и не факт, что Мэтт вообще приходил домой. А как видеться с дочкой? Приводить ее к себе на работу. Может быть поэтому, а также из-за ряда следующих причин, Джессика Кросс подала на развод, а судом Мэтту был сделан запрещающий ордер против насильственных преследований жены и дочери. Прямая цитата. Ну и в частности к Меган. Это их общая дочь, для тех, кто не в курсе. Мэтт напоследок попросил у жены скинуть ему по имейлу школьную фотографию Меган, типа видеть дочь хотя бы так, но это не совсем правда. Мэтт, уже тогда на полную катушку разрабатывавший свой собственный проект, об этом чуть позже, специально попросил жену скинуть Меган в школе, чтобы знать, в чем она будет и как будет выглядеть. Джессика выполняет его условия и в ответ просит его больше никогда не выходить на связь с ней и не подходить к дочери. Мэтт шлет ей ответ, что если она заявит о его контакте в полицию, то она пожалеет об этом. И он в прямом смысле крадет Меган. Далее идет цепь неясных событий, впоследствии которых страдает переломом как сама Меган, так и умирает мисс Кросс. Судя по выписке из больницы, она умирает от травмы головы. Неясно, делали это рук Мэтью, команды Сахары или третьих лиц, но факт остается фактом. Мэтью Кросс и Меган Кросс оказываются на Пенинсуле. Это вторая фатальная ошибка. Теперь о злосчастном проекте. Проект Джариус. Это личная разработка Мэтью Кросса, в основе которой лежала некая иная функция использования артефакта как аппарата экспериментального продления жизни. Суть мутагенеза Мэтт видел в другом. Он считал, что эффект не подействует на взрослых особях. Нужны именно дети. Видимо, Сахара проект одобрила, и начались повсеместные кражи детей возраста от 6 до 12 лет. Всем известна история пропавшего мальчика Закари, чьи родители чудом нашли остров и приплыли на своей яхте. По их зарисовкам видно, что они имели некое представление о карте острова и о существовании некоего артефакта. Однако сахаровцы их убрали. Они также избавлялись от улик с большой земли, например, вырезки из газет о пропавших детях, кинофильмы и прочее. Вернемся к проекту. Неизвестно, как Мэтью пришел к такой трактовке. Джариус — это отсылка к библейскому отрывку, включающий исцеление молодой девушки. Джариус, ее отец, считал дочь мертвой, но Иисус сказал: «Она не мертва, она только спит», и воскресил ее. Ничего не напоминает, да? Мне кажется, Мэтью был чересчур заверованным, но в то же время начитанным человеком. Он изучал историю острова. Он прекрасно понимал ход своих действий. Он знал, что Меган долго не протянет. Именно поэтому и разработал данный проект, а-ля помочь лаборатории и помочь в первую очередь дочери. Третья фатальная ошибка. Мэтью изначально корчил из себя человека психически неуравновешенного. Впоследствии вы поймете это. Однако тогда он хотя бы думал, понимал, что творит, а ведь потом пожалеет о случившемся. Также забавная штука. Мэтт реально занимался изучением Пенинсулы. От сбора улик до нахождения им третьего артефакта. Хватает только слива Мэттом инфы какому-то левому чуваку о свойствах второго арта, мол, тот может выплескивать волны энергии, на что ему отвечают: «Мэтт, пожалуйста, скинь мне больше информации о вашей обсерватории». Интересно, не правда ли? Вот только впоследствии чего он допер до этого? Если опираться на кассетные видеозаписи, мне кажется, эти два события произошли одновременно, ну или хотя бы с разницей в несколько часов. Смотрите, Мэтт чисто поржать врубает на полную мощь второй арт, и тот выбрасывает энергию, как мы знаем, вырубая электричество, скорее всего, посредством действия ЭМИ. Не исключаем факт, что и аппаратура Сахары могла слететь. Да и при чем там аппаратура? Сдвиги пещер, разрушение каркасов, отключение всех установок типа РОВ и так далее. Единовременно же начальство выписывается выговор Мэтту с увольнением и примечанием за неэтичное использование оборудования. Просим вас сдать свою особую ключ-карту. Но Мэтт чисто физически не успеет сдать ее. После выхода из строя аппаратуры система комплекса просто перестает правильно функционировать. Защита отключается, наступает каскадный резонанс. А знаете почему? Эффект красного и синего свечения. Красное притягивает, синий отталкивает. Ученые поддерживали слабым синим свечением камер с подопытными спокойствием мутантов. Однако мощнейший всплеск синих фотонов света возбудил у мутантов инстинктивный побег.
Они просто-напросто разом взбесились и попытались сбежать от света. И у них получилось. Именно при этом самом побеге мутантов пострадала Меган. Во второй раз. Уже фатально. Это 4-я ошибка. А что же с Мэтью Кроссом, спросите вы? А чё, он перекрасился в красный цвет, и как будто ничего и не было. Этот хитрый пес настолько изучил остров, что наверняка знает больше нашего. А чё, ходи на работу, во время обеда гуляй по поверхности в красном, лишь успевая прятать банки из-под краски. Он и был красным человеком, для тех, кто не знает, тем самым, кого мы постоянно видим на разных клочках острова. А вот потом у меня ступор. Неизвестно досполна, сколько времени Мэтт провел в одиночестве, ибо весь персонал Сахары погиб, остался только он, тело его погибшей дочери и толпа мутантов-аборигенов. Мне кажется, все это дальнейшее время Мэтт жил на яхте, обустроил ее, скопил туда все найденные улики, а произошедшие события и жизнь с аборигенами нехило так пошатнули его психику. Он был уже не он. И вот приближался момент истины. Наверняка во время очередного наблюдения за панелью Мэтт замечает на радаре наш самолет. Жмет кнопку активации и... Так и начинается игра. Выход из строя электрики и падение. Мэтту остается забрать ребенка, и дело с концом. Ребенком, думаю, все в курсе, оказывается сын главного героя Тимми Бланк. Нас, кстати, зовут Эрик Бланк. Не буду уделять хронометраж ролика на выживание и прочие плюшки. Знаю, пришли вы сюда не за этим. Особое внимание хочу уделить карте, которую мы находим у трупов. Это карта наемного рабочего. Она открывает только сам вход в бункер. Далее сюжетные журналы, которые в своей степени являются всего лишь пасхалками, ничего не дающие сюжету. Потом упавший вертолет и записку с предсказаниями, но о них чуть позже. Эрик Бланк попадает в Сахару. Узнает о всех ее проделках и мечтах, о том, что тут в принципе ни хрена уже и не осталось. Ну и вскоре мы находим убитого Мэтта и Тимми. Сбылась мечта идиота. Мэтью Кросс воплотил истинный смысл проекта Джариус в жизнь. Он возродил свою дочь посредством силы первого артефакта, видимо, выкачав жизненную энергию Тимми. Но, какой я уже раз повторяю, артефакт не был создан для продления жизни, омоложения, бессмертия и тем более возрождения живых существ. Он только создавал мутантов. На практике Сахары мертвые тела еще не использовались, и, видимо, эффект на погибшей Меган отразился настолько сильно, что создал новый подтип Вирджинии. Она и убила своего отца, Мэтью Кросса. Ну и потом забурилась в потаенных уголках лабораторий. Неизвестно как, но Меган знает нас. Видимо, мутация у нее произошла не сразу, если судить по мутации Тимми, и у Мэтта было время пообщаться с еще нормальной дочкой. Но ничто не вечно. В конечном итоге убиваем мы Меган, однако мертвое тело посредством второго мертвого тела оживить нельзя. Эдакий ноль в уравнении. Но, о чудо, мы находим ту самую особую карту Мэтью Кросса, которую он не успел сдать. Непонятно, как она оказалась у Меган, может быть, сам Мэтт отдал ей или сама сперла. Мы ее берем, и дальше все по законам жанра. Ну, вы поняли. 5-я. Фатальная ошибка. Не хочу сказать, что оригинальный финал является плохой концовкой, но все же, наряду с другими, когда главный герой смиряется с утратой сына и покидает остров, оригинал оставляет много недосказанности и плохих зерен для будущего. А выход был? Мне кажется, был. Помните записку с предсказаниями погибших адвокатов? Темноволосый человек, который пытается навредить вам, скоро исчезнет из вашей жизни, и вы будете счастливы. В 28-м выпуске стало ясно, что цифры эти — координаты места крушения вертолета. Или совпадение, или реальная зацепка. Вот давайте просто подумаем. Адвокаты. Кем они были высланы и кем убиты? Ладно, убиты сахаровцами, а высланы? Или госорганами, дабы разобраться, что вообще там творится у этих ученых. Или они пришли за Мэттом, чтобы упечь того за решетку за убийство. Может быть, черноволосый человек — это и есть Мэтт, который потом побрился, дабы его не спалили. А записки эти были высланы Джессике, заувалированные в некие предсказания, дабы она не беспокоилась и знала, что скоро ее бывший муж сядет. Но Мэтью оказался намного дальновиднее. А цифры эти значат не что иное, как место посадки. К чему я веду-то? С финала начал, а закончил не знаю чем.
Мне кажется, ученые в бункер попадали через кратер. Вертолеты садились в кратере, и вообще все управление шло через него. Да, вы скажете, ты чё, там же все разрушенные мутанты. Это сейчас все разрушенные мутанты, а тогда все было в полном порядке и работало как надо. Кто знает, что представлял из себя остров до каскадного резонанса. Зато теперь мы, в отличие от ученых, знаем, что и как выглядит сейчас. Думаю, понятно объяснил. Да, хрень какая-то. И вот мы имеем связь. 5 фатальных ошибок. Связывают кучу других прочих событий. Те события связывают еще более мелкие зацепки, и все это целиком образует тот самый собранный пазл сюжета Фореста. Не спорю, некоторые пазлы собраны не точно, некоторые немного не подходят к другим, а некоторые еле держатся на соплях, но смысл-то тот же. Однако есть еще один нерешенный вопрос, который решить, никак нельзя. Финал. В финале Тимми мутирует и не демутирует. С этим ладно, я про другое. Вот. Место номер 2. Это не карта Пеницулы, это карта какого-то другого острова, и, судя по всему, расследование Тимми привели его к нему. Что это? Где это? Пытался как-то присоединить Пеницулу, ибо везде Пеницула упоминается как полуостров, но все тщетно. Просто не знаю, чего и добавить. To be continued. Да, вышел анонс продолжения. Вертолеты, дробовик, горы, Вирджиния и прочие мелочи отсылают к оригиналу. Но это наш остров. По горам узнаем, по пещерам. Что же тогда с этим? Неужели нам не дадут ответ на последний вопрос? Увы, но нам остается только ждать. Ибо в оригинале рыть уже нечего. Колодец пуст, дорогие друзья. Вода закончилась, а палка наконец расколола железо. Кто понял, тот поймет. Да. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Честно, я не считаю, что эту игру вообще можно полностью закончить. Просто если рыть дальше, всплывет еще больше вопросов. Оно вам надо? Мы и так потратили 5 лет. 5,5 часов мифов и того. Да это длиннее, чем финал Мстителей. Мы прошли длинный путь. От первых нелепых зацепок до разгадки тайны острова. Мы ее раскрыли. Тайны больше нет. Иначе и быть не может. Что же теперь? Настало быть, идем дальше. Как говорится, битву, может быть, мы и выиграли, но не войну. Путь еще не окончен. Впереди еще много тайн и секретов. Теорий, загадок, мифов и легенд. То ли еще будет. Поставь лайк, оставь коммент и подпишись на канал. Увидимся в следующих роликах. Не пропадай. Пока. Доброго дня, дорогие зрители, и это первый выпуск разгадки. Всем привет, любителям мифов и легенд. Меня зовут... впрочем, не важно. Я занимаюсь разгадкой мифов. Я думал, тут что-то с красным свечением будет связано, а оказалось обычным свечением. И на яхте то же самое. А тот труп вычислил нахождение Тимми. Ну-ка, а что будет... И если установить на нем излучение красного цвета, то он будет притягивать. За исключением того же всплывающего вопроса, что с этим... Мы начнем куда раньше. Что тут вообще творится? Мне до сих пор никто не объяснил.